Какова вероятность того, что Вагнуса Карлсона можно подловить на какую-то мелочь и благодаря этой мелочи прихлопнуть его как комара? Именно такую мелочь может сотворить Дима Андрейкин, один из немногих, который может высушить Вагнуса. Интереснейшая партия именно с таким окончанием. Димон пихает коня на поле f3, Вагнус отвечает g6, предлагает после e4 перца Уфимцева, после d4 что-нибудь другое, вот именно что-нибудь другое избирает Дмитрий Андрейкин. f5, это у нас голландская защита. Решил испытать Магнус судьбу, провести свой маршрут на эту партию через Амстердам. Хорошо, что не Копенгаген. Конь c3, Дмитрий развивается, конь f6, слон g5. Надо как-то этого коня немножко тут пристебнуть, чтобы он не вонял на всю партию. d5, каменная стена, задвигает на e4, берет по тотальный контроль центральное поле белых, и Димон сразу же тырит этого коня на поле f6, чтобы он не вонял, тем самым сдвоил Магнусу пешки, но поле e4 все равно за первым шахматистом всей галактики. e3, укрепление пешечки на поле d4, подготовка к развитию этого слона куда-то сюда из трех полей, одно надо будет избрать. Слон e6, слон d3, слон упирается в пешку e5, но в будущем дает, конечно, интереснейший потанцевал для атаки на черного Магнуса. Конь c6, развивается конина, угрожает скакануть своими копытами на поле b4, чтобы изгнать этого беса проклятого из поля d3. Именно поэтому надо задвинуть a3, чтобы сразу этого комара прихлопнуть. Ферзь d7, Магнус избирает агрессивное продолжение, желает вшиться своим старым пердуном 3-0 и потом начать рокировку на Димона, но Димон просто так это не оставит. Он играет 2-0, принимает вызов Карлсона, слон d6, подготовка фигуры к атаке, ладья c1, a6, конь e2. Начинается дикое месиво, Андрейкин попытается двинуть c4, b4, чтобы атаковать позицию Вагнуса Карлсона. Кстати, партия была сыграна в блиц-титульном вторнике недавно. b5, берет Магнус поле c4 под контроль, забирает любые варианты контр-игры. Теперь непонятно сюда, рокировка делать не очень, сюда тоже поэтому неизвестно, как и куда ему играть. а4. Дмитрий сразу же подрывает эту пешку. Если забрать ее на поле а4, она потом на эндшпиль будет очень слаба. Ее легко можно будет стырить. Конь e7. Конина открывает диагональ. Ферзь на b5 теперь присматривает пешки b5. И если сейчас разменяться, ферзь уже караулит. Линия а вскрывается. АБ вскрывается линия а. И сразу же Дмитрий Андрейкин выражает протест линии а. Давай шлифанемся с тобой. Карлсон уходит в полупокерную рокировку, пешки немножко отошли, но все-таки присутствуют. Король еще не голый. Ферзь d2, чтобы открыть связку двух ладей в случае взятия, чтобы братуху подстраховала ладья на поле f1, c6, Магнус укрепляется в центре, ладья f, c1 и король g7. Потихонечку ребята подготавливаются к эндшпилю, ферзь e1. Этот ход, ребята, идейный. Есть желание тяпнуть на поле а8 и после взятия на поле а8 ладья а1 сыграть, предложить борьбу по линии А. Ну а ты, если впервые на моем канале, не забудь подписаться на этот канал, ведь таких обзоров ты больше нигде не найдешь. Есть вероятность, что ты видишь меня первый и последний раз, чтобы не потерять. Давай подписочку и лайк этому видео. Ладья b8, ладья а8, происходит размен на поле а8, и Дмитрий не собирается просто так оставлять линию А в одиночестве. Предлагает Карлсону забрать на поле а1, а потом ферзь а1. Ладья а7, чтобы подстраховаться как-нибудь. Конь d2. Конина идет маршрутом постыдных рыцарей на поле c5. Конь c8, чтобы конина куда-то пошла на c4, ведь здесь уже классный форпост двух пешек. Магнус играет в позиционку, он это любит. Конь b3, ферзь c7, g3 и конь b6. Конина наконец-то собирается выпрыгнуть на c4. Задумка всем понятна, но Дмитрий Андрейкин не унывает. Он также своего коня сюда пихает. Нападает на слабого слона на поле e6. Слоник аккуратно ретируется, пешкой b3. Димон подбирает под контроль поле c4, чтобы сюда конина не рыпнулась. Конина на d7 предлагает разменяться, и хорошим сильным ходом b4 Дмитрий фиксирует этого коня на поле c5. Если забрать на поле c5, тогда просто пешкой bc забрал. Шикарная пешечная структура и игра на 3 результата. На данный момент позиция равная с микроскопическим преимуществом у белых. Конина на b6, конь этот никак не уймется,
все же пытается на c4 сюда войти. Ладья 5 с угрозой переформатировать своего ферзя на поле А1 и просто затырить вот этого терпилу на поле А7. Конь А4 вместо c4, маршрут перестроен. Все дело в том, что этого коня надо отсюда выкурить. Конь вонючий портит весь воздух в лагере черных. Сюда забрал и ферзем коня подвязал. Теперь брать на поле c5 никак нельзя. Отказано из-за того, что просто ферзь совсем вылетает. Если Магнус такое будет зевать, это будет уже не Магнус. Слон b8 защищает Магнус этого ферзя, чтобы со спокойной душой просто на поле c5. Конь а4, ферзь а4, ферзь а4 и БА. Организовал себе Магнус проходную по линии А. Но эта проходная в будущем испортит Карлсону всю малину. Я вам обещаю, вы сейчас увидите сами. Через несколько ходов, десятков, Карлсон окажется в цугцванге. Казалось бы, фантастикой, что Карлсона кто-то в цугцванг может загнать. Но да, такое случается. c3. Укрепляем пешечку b4, плюс подготавливаем перевод коня на поле b3, чтобы этот конь держал под контролем превращения ферзя. А3. Магнус идет в депутаты, конина на c1 пошла, h5, h4 фиксируем, чтобы не было никаких тут приколов. У черных есть два слона, а значит черным необходимо открывать свои линии. Ну и видим, короли еще не централизованы, королей надо сюда пихать, чтобы в центре бить пешки. Король в эндшпиле обретает силу дзена, приравнивается к легкой фигуре. Ну, в центре он может быть до поры до времени, конечно, надо следить, чтобы ему под зад никто мат не влепил. G5. Вскрывает Магнусевич все возможные линии, но зевает пешку на поле E5. Вот это прикол. Чтобы пешка на поле F5 никуда не убежала, Дмитрий фиксирует F4. Но вопрос, почему бы не забрать ее сразу? Если забрать эту пешку сразу, у Магнуса найдется взятие на поле H4, и после взятия на H4 слон G6. В чем прикол этого хода? Слона надо брить. Если слона не брить, отступить, например, сюда, последует слон B1, и пешка идет ферзи. Да, упадут пешки c4, d5, но тогда у черных два слона. А если просто сбрить этого слона, тогда получается проигранный эндшпиль, так как пешка на поле А3 фиксирует все возможные ходы этого коня. Ну, кроме как b, понятно. Поэтому меняться слонами на поле g6 это хреновая затея. Имею в виду брать пешку на поле F. Поэтому Димон сначала фиксирует на поле f4, пешка f5, пока подождет, еще посидим, брать эту пешку небезопасно. И Карлсон, чтобы ее не отдать, фиксирует ее слоном. Позиция белых уже оценивается как +2. Сила мастера в конце. Пошел король сбрить пешку на поле А3. В атаку вперед. Король догоняет. Но как он сюда догонет? Он сюда не догонит никак. Тухляк, туда не пройдешь, там болото. Король пошел на Е2. Сюда, 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 сюда. Крепость на королевском фланге. И слабая пешка на поле H5 остается. Вот эта пешка на поле H5 сыграет против Магнуса Карлсона. Именно благодаря ей Андрейкин выиграет эту партию. Посмотрите на позицию. У нас оценка позиции +3, а это значит, что победа не за горами. Но против нас играет не чмо за гаражами, а сильный шахматист Магнус Карлсон. Ну как сильный? Наверное, один из самых сильных. Король b3. Подошли, чтобы сбрить эту пешку. Слон d6 и король a3. Упала пешка. У Димона уже лишняя пешка. Плюс красная дорожка вперед в обход через Амстердам. Король c7. Батя идет встречать своего коллегу. Конь b3 пошел. Конина хочет прыгнуть куда-то на поле c5. Король b6. Король a4. Слон d7. Угрожает конь c5. Шахидосик от слона на поле d7. А потом вилочка на две фигурки. На коня и на d3. Поэтому Димон закидывает своего вонючего на поле c5, чтобы не дать пешке пойти вперед. Как грамотно он играет в этом матче. Не даем черным вскрывать линии, так как если вскрыть линии при двух слонах, это гибель. Сильные шахматисты это понимают. Ставь лайк, если ты сильный шахматист, и подписку, чтобы стать еще сильнее. Слон c8 пошел сюда. Король b3, чтобы как-то, возможно, потом двинуть c4. Слон e7, да, c4 пошла. Тепленькая. Слон f8. Конь а4 шах. И сейчас начинается дикая Рубилова в эндшпиле. И через несколько ходов Магнус Карлсон подымет белый флаг Норвегии. Король c7 пошел сюда. c5. Максимально все блокируем. Готовим продвижение пешки на поле b5. Ведь пешка у нас лишняя. Грех не сделать себе защищенную проходную. Слон d7 пошел сюда. Конина закинулся на поле d7. Напал на этого слона, но он нам пока не интересен до поры до времени. Интересен в редакции выигрыша этой пешки на поле f5. Убрать защитника, а потом слон g6 зайти и вот такой хоровод исполнить.
Слон Е6 пошел сюда, король пошел обратно, в обратку пошел. И теперь, если его батя будет встречать, тут есть слон А6. Врыло ему сюда. Слон Е7, хорошо. Король опять пошел, встречают, хорошо. Тогда слон А6 тебе отступай, старый. Старый отступает на С7. Король опять под шахом. Конина угрожает своими копытами. Король Б8, конина назад отступает. Слон Д8. Подвязал вроде бы этого коня. Но, кстати, вот эта связка сыграет злую шутку против Магнуса. Б5. Начинается движение пешек. Слон Д7. БЦ, слон С6 и слон С5. Предлагает разменяться этими слонами. Понятно, что если разменяться легкими фигурами, здесь тухляк, подлива, Магнус не потянет. А если даже разменяться слонами, тогда король войдет и пешка упадет. Король Б7 защищает Магнус этого слона. Слон А6, еще раз на тебе шах. Король на А7, и это важный, кстати, момент. Королем на поле А7. Слон Д3, нападаем на пешку F5, слон D7. И следующим ходом Димон организует выигрышный мув. Ты можешь поставить видео на паузу, черкануть свои комментарии, поделиться впечатлениями об этой партии. Также посмотри выигрышный ход за Димона. А выигрышный ход это слон b5. Вот такие помидоры Вот такие помидоры. Магнус в этой позиции сдался. Если забрать этого слона, понятно, что мы в дерьме. Из-за конь d5, потом как-то f6, две пешки проходные идут. Если этого слона не брать, а куда ты можешь отступить, собственно говоря? На e8 не можешь отступить, тебя здесь прихлопнут. На c8 ты можешь отступить, так как конь связан, он в принципе тебя не заберет. Можешь отступить, но тогда слон e8. Я вам говорил несколько минут назад, что пешка h5 сыграет в ящик одной из первых, и на поле h5 она упадет, потом слон g6 и пешка h пойдет вперед. Вот такая интереснейшая партия, предлагаю тебе посмотреть. Партию, где Дубов дубасил Гукеша, Дубов дубасил Карлсона. Также у меня на канале много других интереснейших партий. Заходи на канал, врывайся, смотри, кайфуй, лайкай, подписывайся. До новых встреч!